и с вами я, Иная, и мы всегда получаем то, чего желаем. А сегодня, в преддверии врат 0707 «Энергия прорыва», я хочу поделиться с вами информацией о том, что каждый из нас для прорыва нуждается в ресурсе, но не каждый из нас видит этот ресурс, замечает этот ресурс и осознает. Наверняка вы знаете о том, что у каждого из нас есть базовая энергия. Энергия, которая может характеризовать нашу личность. Это энергия, которую мы всегда используем как ресурс. Но мы часто ее неправильно эксплуатируем. Нужно стараться придерживаться гармонии и баланса во всем. И поэтому мы чувствуем упадок сил и истощение. Для того, чтобы сбалансироваться, найти в себе дополнительный ресурс. То есть, когда истощается одна энергия, переходить на другую, на третью, на четвертую. Давайте хотя бы крупинку осознанности добавим сегодня к нашему потоку изобилия. Потому что мы с вами нуждаемся сейчас в ресурсе как никогда перед вратами 0707. Итак, у нас 4 позиции. Загадывайте. Первая, вторая, третья, четвертая. Я переворачиваю. И мы начинаем. И мы начинаем. Итак, 4 позиции. Тотем, который поможет вам раскрыть ресурс, я добавлю. Вы можете брать несколько позиций, если вы так чувствуете. А можете одну. Итак, тотем для первой позиции, для второй позиции, для третьей и для четвертой. Руна откроет для вас поток этого ресурса. Сейчас мы сделаем рунический вход. Это раскрытие вашего канала. То есть мы посмотрим, какая руна откроет вам поток, через что вы можете получить ресурс. Первая позиция, вторая, третья и четвертая. Еще одна руна покажет нам энергию поддерживающую. То есть еще одна энергия. Мы не можем работать никогда. У нас идет базовая энергия и дополнительная. Вот сейчас мы возьмем с вами энергию дополнительную, потому что это тантра духа. Мы с вами в дуальности, поэтому мы берем поддерживающую энергию, открывающую нам наши ресурсы. К ресурсам относится очень много чего. Я даже не буду сейчас умничать на эту тему. Я думаю, что у меня на канале продвинутые осознанные люди, широко мыслящие. Да? Мы возьмем сейчас через психологическую колоду, что мешает вам увидеть эти ресурсы. Может быть, какой-то психологический блок выплывет. Тогда нужно будет на него посмотреть более пристально. Первая позиция, вторая, третья и четвертая. Так, мы возьмем сам ресурс. Это у нас послание Земли, мудрость Земли, энергия рода. Символизировать будет ваш ресурс. Первая позиция, вторая, третья и четвертая. Так, и мы возьмем, ну давайте совет.
и послание высших сил. Первая, вторая, третья и четвертая. Для того, чтобы усилить связь со мной, пишите «Я готов, я готова к трансформации». Поставьте лайк, подписочку и ваши комментарии. Это всегда только плюс. Пишите ваши вопросы под видео. Вступайте со мной во взаимодействие и взаимосвязь. Также я вас приглашаю, естественно, провести с нами врата 0707. Это будет завтра. Жреческая практика в закрытой группе Беркана. Информация вся есть под видео. Проходите по ссылочке врата, читайте и осознанно принимайте решения. Итак, если вы готовы, мы полетели. Тайм-код, лайки, подписочки. Первая позиция. Давайте осознавать ваш ресурс, которого вы не замечаете. Угу. Приветствую вас, Ирина, Инна, Анжела. Рада вам. Смотрите. И лосось вам в помощь. Ну, замечательно. Тут не киты и касатки уже у нас, нет, звездный поток. Прям лосось у меня всегда с китами и касатками ассоциируется в последнее время. Итак, у нас с вами дракон огня. Вы огненная энергия. Это ваша основная несущая частота. Сейчас мы посмотрим через руны включения в ресурс, но уже по тотему видно, что вас ведут через мягкость, через пластичность, через раскрытие женских каких-то характеристик. То есть вам нужно уметь отдыхать, расслабляться, плыть по течению, потому что у вас очень мощная харизма, вы лидеры, у вас пробивная энергия огня, то есть здесь очень много. Посмотрим, какие руны на вас пойдут. Дагас, ну это ваша энергия. Дагас и поддерживающая Манас. Смотрите, у вас ваш вход в ваш ресурс, который, в общем-то, вам нужно, это большая осознанность. И знаете, здесь такой есть момент, поиск благоприятного времени для работы. То есть вот, например, почему лосось? То есть вы работаете, скорее всего, рывками, вспышками. Здесь у вас дагас. И, в принципе, вы должны вот продолжать балансировать между энергией как бы затухания и энергией вспышки, да, такой вот. То есть когда у вас пошел поток, вы работаете, вы вкладываетесь. Тут самое главное не прозевать этот момент. У вас даже вот здесь идет энергия звездный поток. То есть вам нужно постоянно быть в потоке. Вы должны чувствовать момент. Вот для вас самое главное – подбирайте время. Я бы вам сказала так. Ваш ресурс – это точная сверка с какими-то ритмами, циклами. То есть когда энергия вокруг вас и ваша энергия синхронизированы. Копите силы, копите энергию для рывка. То есть у вас так и есть. Вы малыми усилиями достигнете очень многого. Вы, не тратя колоссального количества времени, можете сделать больше, чем все остальные люди. Я думаю, что для вас большое искушение. Сейчас я посмотрю. Да, есть тут ловушка, семейная клятва. Знаете, что я хотела вам сказать? Для вас большое искушение – это быть как все. Что означает ловушка семейная клятва? Это значит любые обязательства. Вы очень человек обязательный. На вас может давить некая, вот знаете, система. Вы человек, который не должны быть в жестких рамках. У вас большой творческий потенциал и лидерство. И вам нельзя ставить перед собой задачи быть как все, тише воды ниже травы. Тем более вы не можете на кого-то работать, кому-то подчиняться. Вам подходят творческие союзы, допустим, не работа с 8 до 5, нет. То есть это постоянно некое вот творчество. И все время ориентация на себя. Как я чувствую, как я думаю, как я мыслю. У вас все время идет некая как сверочка «я» и пространство.
Вот постоянный поток, вот такой вот. И вам и рекомендуют, в принципе, быть лидером, потому что у вас идет лосось. Вот. И такие руны мощные, как Дагас и Манас, я думаю, что и тем более дракон огня, у вас очень много лидерских качеств, которые могут подавляться какими-то установками. Будь как все, ходи на работу, получай зарплату из окошка кассы, служи, вот долг, чувство долга, обязательства. Вот здесь вот очень давляет. А вам нужно быть свободными. Давайте посмотрим ваш дар. Ваш дар – радость. То есть никакого принуждения не должно быть. Вы несете свет, когда вот вы счастливы, вокруг вас счастливы все. Вы очень подвержены вот именно обязательствам, чувству долга. И если на вас навешать много обязательств, вы можете потухнуть. Да, вы будете выполнять все четко, вы будете, у вас есть чувство времени, природное чувство времени, но у вас погаснет радость, у вас погаснет творчество, и это убьет ваш поток изобилия. Поэтому ваш ресурс – это чувство счастья, радости и благодарности. Поэтому никакое чувство долга, никакие вот контракты, зароки, обеты нет. Я хочу, и я делаю. Вот я могу тогда, когда я хочу, я бы так сказала. Мы посмотрим. Да, у вас король пентаклей. Смотрите, полагаться только на себя, на собственные силы. То есть ваш ресурс – это вы. Это ваша работоспособность, это ваше крепкое здоровье, это ваша мощная заземленность, ваши таланты по роду, ваши дары. У вас вообще вы игристый лосось. Такие люди на многое способны. То есть вы можете искрометно, тут Дагас и Манас, вы можете создавать свои какие-то системы знаний, там, всевозможные. То есть очень интересный вы человек, но вот это вот надо, время, сегодня обязательно дожать, это вас убивает. То есть убивает ваш ресурс. Вот на это обратите внимание. Поэтому я бы сказала, еще раз повторю, что ваш ресурс – это радость, счастье, гармония, чувственность. Вот лосось, плывите по течению, не загоняйте себя в рамки. И у вас совет высших сил, звездный поток, кристаллическая решетка, активация, световое тело. Опять-таки, вы очень ресурсный человек. Вот активация световое тело уже говорит о том, что даже ваше тело, оно способно на большее, чем обычные люди. Скорее всего, вы очень работоспособный человек. Скорее всего, вы очень работоспособный, мощный человек. Но вам свойственно брать на себя больше. И вот потом вы себя просто закрепощаете этими, слишком много всего на себя грузите, и вот лишаетесь радости и счастья. Вот обратите внимание на свою анахату, плывите по течению, будьте счастливы, найдите свой РД-поток, приходите на практику врата 0707, чтобы открыть свой вот этот вот ресурс сердечности, да, то есть вот именно РД-поток хорошо раскрывает сердце. Поэтому я думаю, что если вам вот это резонирует, то вы уже на правильном пути. Если вы вообще услышали меня, пришли на этот расклад, вы большие молодцы. Первая позиция у нас оказалась очень ресурсная, но загроможденная какими-то обязательствами. Да. Лидеры. Лайки, подписки. И мы полетели. Тайм-код, вторая позиция. Вторая позиция, мы смотрим ваш ресурс, который вы можете открыть во вратах 0707. Вы у нас дракон Земли. Энергия постоянства, стабильности, конструктива такого. Это человек, который начатое дело доводит до конца, человек слова, человек, который, ну вот ваш ресурс – это ваше постоянство, я бы так сказала. Вот вы человек постоянный. А вот вам как раз посылают орла. А вам не хватает легкости, наглости, вам не хватает целеустремленности.
Может быть, даже вам не хватает, знаете, скорости. Потому что инертность, у дракона Земли есть инертность. Да, люди Земли, они, безусловно, на них Земля держится, то есть на них действительно держится все. Они очень ответственны, это все да, но они очень медленно перестраиваются. Правда, если они разогнались, их уже не остановить, но разгоняются они медленно. То есть добавляйте себе вот этих качеств «вижу цель, не вижу преград». И резче действуйте, не засиживайтесь. Вы как будто пропускаете ну вот, атаку. Пропускаете момент, когда пора атаковать. Посмотрим. Да, Торисас у вас тяжелая здесь энергия. И 2 раза Торисас, еще и дракон Земли. Угу. Ну, давайте посмотрим. Ловушка слияния. Угу. Вот так. Значит, идет такая информация. Перекос у вас энергетический в сторону... Вот вы прям на себе все вывозите. Как будто бы, знаете, может быть, отсутствие сотрудничества. Но знаете, тут какое-то интересное сотрудничество. Оно как будто бы... Сейчас скажу. Сейчас я достану еще карты. Самоизлечение даже вам идет карта. Смотрите, тут перекос энергетический. Угу. Что вам? Вам дали 2 воздуха, да, вам дали воздушные энергии. Общение, дружелюбие, партнерство. Да, здесь что-то про партнерство. Здесь есть некая, смотрите, какая-то, может быть, вы боитесь вот сейчас каких-то созависимостей, какое-то ощущение вот изоляции от вас исходит. Сердце космоса, служение, потенциал, жизнь, бесконечная молитва. Я возьму для вас еще дополнительные карты. Так, ваш ресурс. Понимаете, Торисас – это очень тяжелая энергия, как будто бы это молот Тора, который не мог поднять никто, кроме Тора. И посмотрим, что пойдет. Да, у вас 4-й аркан император. Вам не хватает огня. У вас застойная очень энергия, смотрите. Тут нужно ломать какие-то шаблоны, запреты. Но тут запреты вы сами себе, то есть никто на вас ничего не навешивал. Здесь проблема с сердечной чакрой. Я вижу, что здесь сердце нужно исцелять. Вот прямо всю энергетику на исцеление сердечной чакры. И на пробуждение огненных потоков, вот этих вот волевых энергий, когда я поступаю так, как я того желаю. То есть ваш ресурс — это все-таки услышать голос своей души и сделать так, как хотите вы. Вам нужно отсечь все лишнее и действительно идти к своей цели, не ведая вообще преград. У вас накопился, знаете, как будто бы вот я чувствую какую-то субстанцию, как будто накоплен колоссальный потенциал, который лежит вот под спудом каких-то запретов. Вам не хватает атаки, движения вперед. Вам как будто надо позволить себе начинать это реализовывать. То есть у вас потенциал колоссальный. Вот энергия, как у Ильи Муромца, да, который 33 года лежал на печи, а потом встал и всех победил. Вот у вас тоже, вы что-то такое в себе накопили, но
Да, вот колесо фортуны, колесо изменений. У вас будут сейчас, вот у вас сейчас идет шанс изменений, начала нового. Знаете, ваша жизнь сейчас делится просто на до и после. И, скорее всего, вы рвете вот те вот путы, действительно, которые вас очень пригвоздили к какой-то вот, ну вот к этой вот стагнации какой-то. У вас сейчас идет исцеление через фактически вот прорыв, позволить себе пойти в новое, оборвать вот эти все нити со старым, с прошлым, да, вот такая вот революция местного масштаба на самом деле. И вы излечиваетесь. То есть это о чем говорит? Вот у вас есть силы на то, чтобы помочь себе. У вас есть все необходимое для того, чтобы исцелиться. И ваш ресурс в том, чтобы просто сделать это. Зажгите себя. Если вам не хватает сил на вот это воспламенение, потому что вам нужно закрутить вот это колесо фортуны, как раз вот врата 0707, энергия прорыва, энергия изобилия, да, прорыв для атаки вперед, да, раскрывайте ваше сердце для нового. Попробуйте воспользоваться энергией 0707 для того, чтобы раскрыть свой потенциал. Почувствуйте, что вы не просто потенциально готовы служить людям, а вы уже реально готовы отдавать. У вас как будто бы вот все, что вы накопили под спудом каким-то, запрещено, нельзя. Просто позволяйте себе отдавать это все. Приглашаю на нашу практику раскрытия потенциала 0707 во врата, которые будут раскрывать как раз собственный поток, поток изобилия и вообще поток учителей, да, и для вас вот прямо это может явиться очень классной энергией перемен и трансформации. Вся информация об этих вратах есть под этим видео. Проходите, пожалуйста, по ссылочке «Врата», читайте, пишите в личку, вы еще успеете к нам присоединиться. Ставьте лайки, подписочки, комментируйте, тайм-код и третья позиция. Вы у нас дракон воды. Угу. Пчелочка, да. Вам дают тотем пчела. Руна Манас и Лагос. Смотрите, но здесь, кроме как веры в себя, у меня больше никаких вот слов не идет. Ваш ресурс – это вера в себя. Верить в то нужно, что вы самостоятельно можете, способны выстроить материю. То есть я смотрю, что у вас есть сомнение, что вы способны вообще как-то как бы... То есть вы многое чувствуете, осознаете, вы очень глубокая личность, вы много работаете над собой, это все чувствуется. Но вот есть сомнение, что материя подвластна вам, что вот в этом обычном, обыкновенном, обыденном мире я вообще в состоянии достичь успеха. Здесь ваш ресурс – это вера в себя. Так, дар секс, творчество ваш. Видите, творчество, вы очень творческие, да. Что тут у нас? Четверка огня. И тут у нас наслаждение, вершина, оргазм. Расслабьтесь и получайте удовольствие. Вы уже имеете все, что хотели. Но вот вы не видите этого ресурса в себе для творчества. Здесь какой-то кризис, творческий кризис. Голубое пламя, спонтанное пробуждение и адаптация. Это вам совет. Так. Сейчас. Так, смотрите, у вас все указывает на второй энергоцентр. Нужно посмотреть, что там.
даже вот этот вот ваше состояние неверия в себя связано с... Сейчас. Это просто эмоциональное состояние на самом деле. Угу. Подавление. Да, башня. Тяжелое состояние. Да, это вторая чакра. И вообще это женский вот этот вот поток. Вторая, четвертая, да, третий глаз. Вот женская энергия, энергия матери. У вас что-то с матерью. Смотрите, ваш ресурс в том, чтобы поверить в себя. Но вы не верите в себя, потому что у вас есть какая-то программа, связанная с, ну, что-то ранимость какая-то. Это что-то детско-родительское. Это что-то детско-родительское. И, понимаете, ваш поток — это творчество. Творчество связано со свободой, с раскрепощением, с деланием то, что хочу. Вот плыть по течению, чувствовать импульс, жить только вот в моменте здесь и сейчас. Вы очень-очень творческие. У вас колоссальный потенциал идей, очень много. Но эти идеи нужно воплощать в жизнь. И вот первая, вторая чакра здесь, там, где касается род, семья, связь с матерью, сексуальные партнеры. Вот здесь вот нужно что-то почистить. Вам просто нужна чистка. Все что угодно может быть здесь, вплоть до не оборвали связь с бывшим партнером, не простили своих родителей, что-то тут еще, тут колоссальная должна быть чистка. Ваш ресурс — это ваше творчество. Делайте все, чтобы вернуть себе вдохновение, творчество, вот ощущение наслаждения. Вот вам очень важно, знаете, ощущать неторопливость жизни, наслаждение, потоковость, радость. Но самое главное — принятие себя. Я даже вот не чувствую здесь принятия своего тела. Вы до конца можете не принимать, например, свою сексуальность, свое тело. У вас что-то вот физиологическое здесь, первая, вторая чакра. Поэтому обратите внимание на ресурс, который у вас есть. Возможно, вы даже не чувствуете в себе творческого потенциала. Я даже этого не исключаю. Потому что здесь такие карты, вот подавление, знаете, такие люди иногда говорят: а я, что во мне творческого? Я как бы человек обыкновенный, у меня вообще и профессия самая такая обычная. Может быть, вы вообще даже вот не в своей как епархии. Вам нужно, возможно, даже менять сферу деятельности, профессию, переходить на что-то индивидуальное, именно раскрывать, развивать себя и чувствовать себя и свое тело, быть в потоке. И обязательно во взаимосвязи со своим телом. Обратите внимание на тело и чистки. Вот это я что вам могу... Да, даже 13-й аркан смерть, который отвечает за преображение физической материи. Поэтому ваш ресурс — это ваша вера в себя, ваша связь с вашим физическим телом, умение принимать свои эмоции, свои желания, не подавлять свои желания и свои эмоции, не считать, что вы вот не способны создавать ресурсы и материю, у вас плохо может получаться, как вам сказать, даже вот не то, что доводить начатое, вы можете и работать, и доводить начатое до конца, но вот знаете, ощущение творца, вот что это действительно процесс творческий, не просто выполнение обязанностей, да, допустим, на работе либо дома. Я выполнила, я молодец. А вот именно это мое творчество.
И это продукт, конечный продукт, который нужен людям. Вот попробуйте в себе осознать, видите, вам дано голубое пламя, спонтанное пробуждение и адаптация. Вы уже готовы пробудить вот этот творческий потенциал. Это абсолютно точно. Приходите, пожалуйста, на практику Врата 0707. Есть вся информация под видео, есть ссылочка. Вы можете пройти, почитать, ознакомиться и успеть к нам присоединиться. Если вы слушаете уже это видео после врат, то учтите, что все врата идут в записи, запись существует, и вы можете ее приобрести. Безусловно, вам поможет эта медитация. Ну что, если резонирует, принимайте лайки, подписочки, тайм-код. И у нас 4-я позиция, это у нас ваш ресурс, которого вы не замечаете. Вы у нас идете как дракон воздуха. Так, свобода, да. Тотем, который вам поможет, это олень. Угу. Радость, вунья радость и урус. Так, ваш ресурс. Угу. Кажется, уловила. Сейчас я проверю. Да, диссоциация, ловушка диссоциация. Знаете что? У вас мощный потенциал целителя, скорее всего. Целителя, либо ну вот что-то здесь. Сейчас. Порядок, да. Ваш дар порядок, порядок. Здесь вот, знаете как, вот человек, который может... Сейчас, как бы вам это донести? Ну как вот, из хаоса создать порядок, как это передать? Куда бы вы ни приходили, вы видите это все как бы с высоты птичьего полета. Вы находите какие-то вот недостатки, недочеты. У вас, кстати, есть вот такое вот какая-то скрупулезность, въедливость, да, или что. И вы можете в любом вот вывести из кризиса, я бы сказала, ситуацию любую. Это все что угодно может быть. Вы можете работать как целитель, то есть ставить, допустим, диагноз и исцелять. Вы можете, ну, на любом поприще выводить. Вот здесь прямо идет энергия. Выводить из кризиса. Это ваш ресурс. Но у вас есть такой момент, вы сами в кризисе. У вас у самих кризис. Так, валет земли вам выпал как совет, уважение, обеспечение, служение. Передайте полномочия тем, кто готов их взять. Позвольте другим проявить себя. Новая земля, мир меняется. Воплощайте мечты в реальность. Сейчас я уточню, в чем тут у вас диссоциация, вот это. Что-то вы действительно не замечаете. Вот, кажется, у вас ощущение, вот у меня все время ощущение, что вы потеряли почву под ногами. Для вас очень важно
понятность, ясность ситуации. То есть вы хотите знать, куда я иду, первый этап, второй, третий, четвертый. Когда вам непонятно, это повергает вас в состояние вот такого, ну, неверия, может быть, в себя. Ну, тут масса, это можно называть как угодно, но в любом случае это не ресурсное состояние. То есть вам нужно до конца понять, куда вы движетесь. Вот у вас такое вот ощущение: я не могу двигаться наобум, я не могу просто двигаться. Мне надо знать, куда я двигаюсь, зачем я двигаюсь, для чего и что будет первое, второе, третье, четвертое, пятое. И вам не хватает какой-то вот спонтанности, как я чувствую. Ваш дар — это порядок, то есть у вас прирожденное чувство структуры. Но вот я как будто бы ощущаю, что вам не хватает спонтанности. Ну-ка посмотрим. Пятый аркан Иерофант, да. Тут порядок. Да, на вас идут старшие арканы, вам надо все по полочкам. Да, девятка пентаклей и как бы и плоды. То есть, вот смотрите, в принципе, ваш ресурс — это ваше умение структурировать. Вот это ваш плюс. То есть это очень классное качество, но оно же повергает вас в уныние периодически, потому что невозможно все разложить по полочкам, невозможно все структурировать, понимаете? И вот это очень классное качество, оно начинает вас мучить. И вот в тот момент, когда мир меняется, вы меняетесь, а сейчас все вообще стремительно, да, и такие люди, как вы, очень нужны для того, чтобы привести, вот, вывести из кризиса, на самом деле, ситуацию. Ну, как ты выведешь из кризиса, если ты ее не изучишь, не осознаешь, не вникнешь прям в глубину до косточек, да, не дойдешь. И вот, вот мучительный поиск смыслов, каких-то траекторий, то, что приведет вас непосредственно к результату. Вас интересует только результат. И вот как я чувствую, вам не хватает, смотрите, ваш вход — это Вонья и Урус. Спонтанность, энергия «хочу» и «буду», здесь и сейчас. У меня есть желание, и я делаю то, что хочу. То есть вот не хватает момента здесь и сейчас. То есть у вас очень хорошо развита масштабность, такая голограммность, вы все видите, вы все подмечаете. А вот иногда то, что под носом, понимаете, это вот, ну, под носом не в том смысле, вы мелочь-то видите, но радоваться-то когда? Как будто нет времени для расслабления, для радости. Да-да-да, вот. Восприимчивость — это же туз чаш. Любовь, радость, расслабление. Здесь, знаете, как вот голова — дом советов. И тысяча мелочей, просто тысяча мелочей. Вот это состояние уже просто доходит до... Это вас выматывает, вот эти мысли по кругу и так далее. Итак, ваш ресурс — это эмоциональная наполненность. Делайте, что хотите, соединяйтесь со своей чувственностью. Опять женский поток, сексуальная энергия, которая у вас, скорее всего, не доходит до. Что с вашей точкой сборки? Смотрите,
Я бы так сказала, это нестабильное ваше состояние, то есть периодически вы способны испытывать и подъем, и радость, и счастье. Это знакомые для вас состояния. Просто поймите, когда вы перегружаетесь задачами, слишком уходите в объемы какие-то, да, и пытаетесь все просчитать, вы уходите в нересурсное состояние. Соблюдайте баланс. У вас как будто, знаете, вот есть просадка, то есть точка сборки пошла, допустим, выше, потом опустилась. Вот я чувствую, что у вас большой разброс. У вас как будто есть большое падение между точкой сборки, допустим, сегодня, завтра и даже в течение дня. Вот что я хочу вам сказать. Да. Да. Вот пробивать башкой асфальт это для вас привычное как бы занятие. То есть вам нужно до всего докопаться, все понять, все осознать. И пока вы это не сделаете, вы не сдвигаетесь с места и упускаете момент вот этой, опять-таки, на волне радости, счастья, просто начать. Вот что-нибудь, а там посмотрим, да? То есть ваш ресурс– это ваше эмоциональное состояние. Соблюдайте, пожалуйста, гармонию, баланс ваших эмоций, не перегружайте себя задачами. Попробуйте отсекать лишнее и делегируйте как-то. Может быть, могут быть такие, знаете, состояния, что лучше меня никто это не сделает, или я должен все проконтролировать, или пока я не скажу, они не пошевелятся. И вы всех так приучаете. То есть получается, что вы уже всех вокруг так приучили, и они все ждут, что вы позвоните, вы скажете, вы в клювике принесете. Вот какая-то такая история. Вот здесь больше должно быть самости, радости и ощущения вот день как дар. Вот этот день, это мой дар. И вот эта вот неспешная, неторопливая энергия, когда вы можете спокойно все распланировать, но вот в рамках разумного. Вот того, что подвергается планированию. А то, что не подвергается планированию, отпускаем, не планируем. Да? Тут у вас идет совет «Новая земля». Мир меняется, воплощайте мечты в реальность. Не бойтесь мечтать, потому что мечта, она не связана, конечно, с менталом, это более такая эмоциональная структура, то есть нечто, что вас влечет, зовет по необъяснимым причинам. Обычно все наши мечты связаны с энергией сердца, с путем нашей души, воспоминанием о прошлых воплощениях, то есть некие незакрытые гештальты прошлых воплощений нуждаются в реализации. Из них слагаются наши мечты. Доверяйте себе, следуйте за мечтой. Идите на свет вот этой вот идеи, которая вас влечет, и легче, проще ступайте по жизни. Ну что, мои дорогие друзья, это была 4-я позиция, и я приглашаю вас открыть ваш поток изобилия, соединиться с вашим ресурсом во вратах 0707. Ссылочка есть под этим видео, вы можете пройти, прочитать, что такое вообще врата, как это проходит, подробности, написать мне в личку и присоединиться к нам. Вы еще успеваете. Ну а если вы уже пропустили этот момент, учтите, что все есть в записи. Вы можете написать мне и приобрести эту практику. Она, безусловно, поможет вам сбалансироваться и соединиться с вашим ресурсом, чего я вам всем и желаю. С вами была Иная, и мы всегда получаем то, чего желаем. До скорых встреч. Пока-пока.